Привет! Меня зовут Воронкова Юля, я очень люблю сладкое и не люблю полнеть. В этом видео я покажу, как приготовить ванильно-клубничный кето-торт с масляным бисквитом. Состав и калорийность оставлю в конце. Сначала нужно смешать все сухие ингредиенты. 50 грамм миндальной муки, 50 грамм кокосовой муки, 20 грамм соевой муки, 10 грамм сахарозаменителя, 5 грамм разрыхлителя и 3 грамма ванилина. Перемешиваю. Теперь 140 грамм мягкого сливочного масла нужно слегка взбить миксером. Добавляю одно яйцо и соединяю с маслом. Затем добавляю еще 3 яйца и взбиваю. Добавляю 40 грамм кефира и снова перемешиваю. В два этапа добавляю сухую смесь и снова перемешиваю миксером. Теперь 5 грамм соды нужно погасить ложкой уксуса, перемешать и добавить в тесто. Как обычно, снова взбить. Выкладываю тесто в форму диаметром 16 сантиметров, разравниваю и отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Готовый бисквит накрыть и охладить. Охлажденный бисквит разделить на 3 равных коржа. Для начинки понадобится 200 грамм клубники. Если клубника замороженная, разморозить ее в течение 1,5 минут в микроволновке. Превратить клубнику в пюре. Добавить подсластителя и пару капель ароматизатора, если есть, так как размороженная клубника менее ароматная. Пока на этом все. Для крема понадобится 150 грамм творожного сыра или маскарпоне. В сыр добавить пару ложек клубничного пюре, 6 грамм подсластителя и взбить миксером. В джем добавить 10 грамм загустителя для сливок или 5 грамм ксантовой камеди. Гуаровая камедь не подойдет, так как она может перебить вкус ягод. Для пропитки торта использую 100 грамм сливок, добавляю 2 грамма подсластителя и ванилин. Перемешиваю. Собирать торт лучше в том же кольце, в котором выпекался бисквит. Вкладываю туда ацетатную ленту, чтобы было удобно снимать кольцо. Выкладываю первый бисквит, обильно его пропитываю и выкладываю на него треть крема. На крем половину джема, но не распределяю до края. Повторяю второй слой. Третий бисквит хорошенько прижимаю. Также пропитываю и выкладываю на него половину от оставшегося крема. Вторую половину крема оставлю для обмазки торта сбоку. Готовый торт отправляю в холодильник для пропитки на 6-8 часов. Этот бисквит в холодном виде довольно плотный, потому что в нем много сливочного масла. Если хотите, чтобы бисквит был более сочный и мягкий, то нужно оставить торт примерно на час при комнатной температуре. В этом торте я использовала сыр маскарпоне, но с творожным сыром крем получается плотнее и, на мой взгляд, вкуснее. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал.
Приятного вам аппетита!